Для работы нам потребуется ободочек, атласная лента шириной 4 сантиметра, листики в количестве 6 штук, тычинки и готовые розочки из фоамирана. Итак, нарезаем атласную ленту на отрезки размером 4 на 9 сантиметров. Будем делать розочку, она должна получиться объемная. Делаем лепесток розы, самый простой лепесточек. Всего на одну розу нам потребуются лепестки в количестве 25-30 штук. У нас должна получиться очень объемная роза. Приступаем к сборке. Это самый простой вариант розы. Делается очень легко и быстро. Итак, вот такая вот розочка у меня получилась. Довольно объемная. Лепесточки я расправила. У меня ушло лепестков в количестве 25 штук. Диаметр моей розы составляет 9,5 сантиметров. Так, теперь можно будет приступать к сборке ободка. Я взяла фетровый отрезок размером 7 на 12 сантиметров. Сделаем надрезы. Так, края я хочу закруглить. Думаю, так будет достаточно. Так, от края я отошла 10 сантиметров. Закрепим ободочек.
Теперь нам потребуются листики. Хотела бы сделать подложку для нашей розы именно из вот таких листиков. Будем приклеивать их по периметру. Приклеиваем аккуратно. Немного придавим, ничего страшного, потом листики мы все лепесточки расправим. Главное, чтобы у нас розочка схватилась с ободком. Вот так выглядит сбоку. Теперь нам потребуется розочки из фоамирана готовые. И вот тычинки. Будем собирать букетик, приклеивая розочки с тычинками по краю ободка. Вот и все. Ободок у меня готов. Посмотрите, какой классный, красивый вариант к осеннему балу у меня получился. Ободок очень легкий и простой в сборке. Основное здесь только надо было приложить усилия к сборке розы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!